Hello, в смысле привет, народ. По многочисленным вашим просьбам Edifier передал мне образец для тестирования модели MR5. Вот в такой коробке пришла ко мне эта модель, видите, MR5 Black, видимо, Germany, видимо, это там, потому что тут бы написали Deutschland, конечно. Так, давайте ее откроем, посмотрим, что там внутри. Внутри оказался еще один ящик, видимо, красивый, но не буду его мучить, открою так, как есть. Ну, а тут давайте поближе. Давайте посмотрим, что же притаилось в этой коробке. Ну, во-первых, инструкция. Кабель сетевой съемный. Кабели сигнальные. Мини-джек на мини-джек и мини-джек на 2 RCA. Самый стандартный набор кабелей, что только можно придумать. И некий провод, я убежден, что это провод, соединяющий активную и пассивную колонки. Многожильный, видите, здесь много контактов, потому что система обещает быть трехполосной. Какая такая странная тяжелая штука, ну ладно. Ну и здесь, собственно, две колоночки. Одна и вторая. Давайте-ка рассмотрим их последовательно. Вот одна из колонок перед вами. Очевидно, это активная. Я вижу регулятор, очевидно, громкости. Освободим-ка ее от оков. Хорошо. Сразу. Нет, не сразу. Давайте ее полностью распакую, а потом сразу. Какой ловкий, видите, на одной руке могу держать. Впрочем, что говорит о том, что она не очень тяжелая. Но параметры мы рассмотрим еще. Там скажут. Просветят, если тяжелая, она не тяжелая. Как-то аккуратно вот так содрать, чтобы не драть. Потому что я не люблю драть, потому что вещь как бы не моя. А андертест. Пытаюсь быть корректным в этом плане. Ну, вот так выглядит эта колонка перед вами. Фронтальные панели с закругленными, сглаженными краями, которые выполнены в накладку. Расположены излучатели. Высокочастотный динамик, оформленный в некую акустическую линзочку, такую купольной. И мид, среднечастотный динамик. Это не мид-бас, это именно мид. Хотя он выполнен на мягком резиновом или пенополиуретановом подвесе с каким-то омедненным пылезащитным колпачком. Также на этой фронтальной панели кнопка включения питания, совмещенная с ручкой многофункциональной, видимо, управления громкостью, как минимум, возможно, еще чего-то. Выбор, кстати, селектор каналов, скорее всего, также здесь. И еще есть выход на телефоны и вход AUX, то есть дополнительный аудиовход, если кому-то удобно с фронтальной части включать что-либо, то для этого это и предназначено. Вот на задней стороне колонки мы видим порт фазоинвертора эллиптической формы. Накладку из металла выполненная фальш-панель, такая панель, инструментальная панель, правильнее сказать. Ну, начнем со самого сложного. Это XLR, балансные входы, правый-левый. TRS input, тоже очевидно балансные входы с такими разъемами. И RCA input, очевидно, не балансные входы, правый-левый тоже. Кнопочка спаривания с Bluetooth. Тут расписано баланс от баланса, это естественно какие контакты чему соответствуют пины. Управление спектром, это высокие и низкие частоты с пределами регулировки плюс-минус 6 дБ, я вижу вот такой вот формы. И программно задаваемый эквалайзер, о котором мы еще успеем поговорить. Acoustic Space, то есть подразумевает адаптацию к установке на столе звукооператора или человека, который этим занимается. Ну, гнездо для сетевого кабеля, который мы уже видели, и speaker out, то есть выход на вторую колонку.
Ой, колоночка, ну так-то тяжелая. Вот это, кстати, порты фазоинвертора, вы видите. На просвет должны видеть. Не знаю, как показать. Довольно интересная форма там. Ну, какие затейники эти дифиры. Вот такие ножки резиновые. Кстати, они такой сферической формы. Они не плоские. Не знаю, как вам показать. Так вот видно. Вот. Ну, хорошо, это, назовем это активной колонкой. Многим людям не нравится, что я так называю колонку с коммутацией, с усилением, но как есть. С песни слов не выкинешь, она реально активная, к ней подводится питание, она содержит усилительную и процессорную часть. А вот эта колонка ничего такого не содержит, поэтому она пассивная, как я это дело называю. И она перед вами. Ну, очевидно, что фронтальная панель такая же, как у первой рассмотренной колонки, в смысле излучателя. Больше ничего на ней нет, а слава богу, потому что нам чужого не нужно. Ну, опять же, порт с инвертором может вам тут покажет. О, вы видите, наверное, на просвет. Какой там рассекатель расположен. На задней панели, она, кстати, съемная, очевидно, вы видите, винтики такие. Потому что конструкция сложная, внутри стоит еще один динамик, о нем я расскажу позже. Ну и сокет для подключения этой самой активной колонки, которая скормит этой пассивной колонке свой сигнал. Теперь пару слов о функционале этой системы. Для соединения всего комплекта необходимо соединить эту колонку со второй, подключить сетевой кабель в розетку и нажатием на эту кнопку включить, собственно, всю систему. Вот она уже включена. Красный цвет индикатора говорит о том, что выбран режим монитор, пресет. Режим зеленого цвета это music, то есть музыкальный. Мы с вами рассмотрим, чем они отличаются, на графиках чуть позже. И белый цвет индикатора говорит о том, что включен кастомский, то есть пользовательский режим работы коррекции этого монитора, который управляется с приложения Edifier ConX. И обычным образом регулируется громкость, многооборотный регулятор, без дребезга, без согласования секции, то есть современный классный электронный регулятор. Соединения на задней панели, я не думаю, что вызовут у вас какие-либо затруднения, потому что, в общем, дело не хитрое. У меня есть карта с балансными выходами, я мог ее подключить сюда, но я подключал традиционно при тестировании испытания этой колонки, потому что этот режим будет являться основным для обычных пользователей. И ни TRS, ни XLR разъемы могут оказаться невостребованными, если вы не будете использовать эту акустическую систему в качестве контроля для студийных карт. Регуляторы высоких и низких частот имеют среднюю точку, что, на мой взгляд, очень юзабельно, то есть полезно, потому что если вы хотите, чтобы у вас была линия, допустим, в управлении, то это хорошая возможность вслепую его выставить, не надо заглядывать там туда и так далее. Кривые фильтров показаны здесь, я, может, приложу картинку из сайта, где она более крупно показана, но тоже ничего хитрого особенно в этом нет. Распиновка кабелей указана для того, чтобы вы могли определить, ваши кабели с подобными разъемами подходят или нет для этой системы. Кстати, у меня один раз был несчастный случай в студии. Я подключался чужими кабелями и получилось жуткий какой-то диссонанс звучания. Долго не мог понять, в чем дело. Случайно при измерениях, опять же, которые я делал с целью записи какого-то видеообзора, оказалось, что в XLR кабеле была перепутана полярность в одном. То есть колонки звучали в противофазе. В XLR разъеме два горячих конца, да, то есть земля и два горячих конца. И вот они были перепутаны. Очевидно, это был самопальный кабель или отремонтированный кем-то кабель.
но это могло привести к фатальным последствиям, если бы я это использовал в какой-то профессиональной деятельности. Давайте-ка рассмотрим, что на сайте Edifier эдики пишут о этих колонках. Вот перед вами сайт Edifier с адресом, который вы можете посмотреть. Здесь написано, что это с триампингом активная акустическая система. Выпускается в двух цветах: белым, понятно, и черным, который я сейчас получил. Частотный диапазон заявлен от 46 Гц до 40 кГц, это мило. 110 Вт общей мощности. И звуковое давление максимальное 101 дБ с 1 метра, что, в общем-то, совсем немало. Я смог в этом убедиться, так оно где-то примерно и есть. Система симметричная, то есть обе колонки одинаковые. Состоят из 5-дюймового вуфера, 3,75 среднечастотного динамика и 1-дюймового шелкового купольного твиттера. Тут можно было бы сделать оговорку, что скорее эту систему можно назвать двумя сабвуферами, то есть систему 2.2 по аналогии с трифониками, которые называются в быту 2.1. Здесь два саба, потому что мы позже посмотрим частотный диапазон вот этого самого 5-дюймового вуфера, он именно практически сабовый. Также отмечается, что это имеется полная обработка процессором, трехполосный активный кроссовер и DRC. Эта система позволяет уйти от искажений, вызванных перегрузкой высоким уровнем финала. Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless сертифицированы для этой системы. Множество установок для акустических компенсаций, помещения, размещения и так далее. Перечислены входы, которые мы с вами уже знаем, причем Bluetooth 6.0 версии используется с Multi-Point Connection, то есть можно несколько источников подключить одновременно к этой системе. И двойной пресет, то есть у эквалайзера имеется, как я показывал уже, красный индикатор говорит о монитор режиме и зеленый о музыкальном режиме. О отличиях мы поговорим чуть позже. Вот картинка, которая описывает конструкцию этой системы. Здесь написано, что это проще перевести на русский язык и, в общем, не заморачиваться, да? Запатентованной акустической архитектуре. Об этой теме, моем участии в этом проекте, может быть, расскажу в следующем видео, посмотрим. Но давайте рассмотрим, как эта система устроена. Вот есть вуфер, видите, тут подписано даже, который направлен на рассекатель, который мы видим по бокам акустической системы, и внутренняя камера с фазоинвертором, то есть это бэндпасс, оформление похоже на бэндпасс. Не совсем понятно, как организована вот эта вот передняя камера, но им виднее. Тут я бы хотел объясниться. В прототипе этой системы, так называемый ланж, о котором я рассказывал в прежних видео, был использован некий динамик 4-дюймовый от Edifier, и только на нем в бэндпасс оформлении удавалось получить невероятно упругий, густой, тугой бас, довольно качественно, ну, как для таких габаритов, там, по-моему, 12 литров вся система была, здесь чуть ли не меньше или столько же примерно, 4 дюйма. Никакой другой динамик из большого ассортимента Edifier, я перепробовал, ну, пяток, пожалуй, модели, аналогичных 4-дюймовых, не мог с ним сравниться. Здесь же применен 5-дюймовый динамик, и в оформлении, которое, в общем-то, и не бэндпасс, так по-хорошему, но оригинальное достаточно басовое оформление, именно с целью, видимо, унифицировать эту опцию и добиться такого же басового эффекта при использовании другого, возможно, более современного, более качественного динамика. Это то, что я хотел вам объяснить о конструкции этого динамика. Да. А среднечастотный динамик установлен в собственной камере, и твиттер, разумеется, тоже не имеет, в общем, акустического оформления. Удивительно ровный показано АЧХ до 40 кГц, как здесь написано, вы видите. Ну, нас с вами интересует звуковой диапазон в первую очередь, конечно, она выглядит просто идеально.
Я не знаю, как этот твиттер, как ему удалось вот это вот вырисовать, но ладно, хорошо, им виднее. Собственно, тут и написано, что это специально разработанный волновой твиттер с ямочками. Ну вот насчет ямочек я не очень хорошо понимаю, но опять же им виднее, и наверняка это спроектировано на оборудовании клипель, которое позволяет вот именно такие штуки отследить, влияют эти ямочки или не влияют. 110 Вт. Звуковой мощности идеально подходит для установок ближнего среднего поля. И озвучить помещение среднего размера. Ну, смотрите, озвучить помещение среднего размера можно на разном уровне громкости, как бы. Если вы хотите танцпол устроить, то, возможно, этого окажется мало. 101 дБ, то есть там в метре, в 2-5 метрах останется уже совсем немного для удовольствия, поэтому не факт. Это все-таки компактная система, призванная, ну, в каком-то среднем максимум поле, на мой взгляд, озвучить аудиособытия. Разрешение 24 бита 96 кГц, сертифицированных ARS аудио и wireless в том числе, то есть по беспроводу в том числе, с потоком 990 килобит в секунду LDAC работает. И вот еще раз конструкция вот это выглядит вот так, вы видите. Довольно понятно, да, то есть вот сабвуфер, здесь вот мид в своем объеме и некий твиттер. Универсальные возможности подключения, это мы уже с вами видели, да, я, видимо, не договорил о том, что на передней панели есть вот это дополнительный вход AUX и выход на телефоны. Многоточное подключение Bluetooth 6.0. Ну, 6.0, насчет 6.0 я не уверен, что оно что-то добавит к 6.5, предположим, или даже 6, к версии 5 или версии 4 даже, ну ладно. Чем новее, тем лучше, конечно. Ну и вот мы пришли к этому механизму управления Edifier KONX. Я установил его на iPhone, да, он показывает, дает вот такие вот опции, позволяет управлять и простым эквалайзером, и вот таким вот продвинутым эквалайзером, в частности компенсировать акустическое пространство при установке этих мониторов на стол, допустим, Desktop Control, видите. Desktop Control — это управление с вашего источника сигнала, скажем так. Вот как управляется эта система. Включение происходит сравнительно длительным нажатием и выключение на кнопку. Управление просто поворотом вправо-влево. И звуковые эффекты переключаются коротким нажатием, то есть пресет музыка, пресет кастом и пресет монитор. Вот приложение KONX, вот оно обеспечивает вот эти вот экраны, в том числе, кстати, Help продвинутый, если кому-то нужен. Вот показаны картинки, и перейдем к спецификации. Здесь мы видим по 10 Вт имеют высокочастотные, то есть твиттеры, по 15 Вт подается на миды и по 30 Вт подается на сабвуферы. Отношение сигнала шум хорошо, Bluetooth тоже хорошо, вес целых 10 с лишним килограмм. Использованные динамики, мы уже о них с вами поговорили, частотный диапазон тоже. Входы мы рассмотрели, чувствительность по входам позволяет оценить, насколько громко или тихо будет звучать с того или иного источника подключения. Кодеки описаны, размеры вот перед вами, если нужно. Максимальный уровень звукового давления оговорен, а вот самое интересное, пожалуй. Это кроссовер. Здесь сабвуфер обрезан 155 Гц, от чего я, собственно, его сабвуфером и назвал. Мною было выведено, что именно вот эта цифра, примерно 150 Гц, не ниже и не выше, позволяет отделить поршневую работу динамика басового, скажем так, в сабвуферном режиме от мидбаса, который работает до полкилогерца, до 300 даже герц. То есть это кардинально важно для организации работы и сабвуферного динамика, и мида. Мида в том плане, что многие замечали, что голос, например, мужской, женский в меньшей степени, который на самом деле работает от 100 Гц примерно, но хорошо так начинает работать именно вот со 130-150 Гц. В случае трехполосных колонок
распределяется между двумя динамиками, средним и низкочастотным. Появляется при этом гудение низкочастотного динамика, а среднечастотный динамик как-то несинхронно с ним работает. Короче, голос звучит невероятно неестественно, ну, на мой взгляд. Ну, собственно, студийные люди это отмечают. То есть контроль голоса – это довольно дикторский текст, так называемый, это довольно непростая штука. И вот если вот таким образом порезать низкие частоты, то есть 155 с неизвестной нам еще с вами крутизной, но я потом покажу вам графики, отдать сабвуферу, а там, где мужской голос как раз начинается, отдать одному динамику, так вот этот динамик воспроизведет его абсолютно чисто, без вот этих подгуживаний ненужных. Конечно же, мы опустим голос пониже, тут появится какой-то сигнал, и это будет не очень хорошо. То есть, опять же, появится это подгуживание, но процент таких фонограмм, скажем, достаточно невелик, и ну, другого пути, по крайней мере, нет. Опустить ниже эту частоту можно было бы, но это будет очень тяжело обрезать для низкочастотного динамика, который и так в бандпассе работает в чудовищных условиях, надо сказать. То есть это АЧХ, который не имеет полки вообще, то есть это просто какой-то горб. И вот наша задача этот горб где-то расположить на частотной оси, чтобы был удар бочки, бас гитары, чтобы очертить таким образом басовую секцию, басовый регистр и в то же время дать работу более вольно. Здесь в данном случае вот этот динамик берет на себя функции мида. И мидбаса в том числе, кстати, потому что 155 Гц это, в общем, где-то мидбас, безусловно. Это еще и не среднечастотный диапазон. То есть эта конструкция, собственно, ну ладно, об этом я расскажу в следующем видео. Сейчас я вам хочу показать графики, которые описывают работу этого устройства. Сначала импеданс. Вот вы видите импеданс сабвуфера, собственно говоря. Ну, тут лучше обрезать для того, чтобы проще было смотреть. Вот. Частота настройки программа показывает 55 Гц примерно. То есть при такой крутизне в фазоинверторе это все будет работать из портов. Тут назовем это два порта, на самом деле. Один будет как раз оговоренный диапазон отчетливо виден. Вот это мид. Закрытый ящик, очевидно, судя по вот этому оформлению, с частотой тюнинга примерно 181 Гц, допустим, и тоже от 155 Гц он вполне отрабатывает свое назначение. И вот это вот кривая импеданса твиттера, которая имеет резонанс на 1500 где-то Гц и от 2600, как там написано, возможно, я забыл показать, раздел между средне- и высокочастотным динамиком 2600. Теперь давайте рассмотрим АЧХ. Вот перед вами АЧХ вуфера. Это тот самый случай, когда я вам говорил, что нет полки. Вообще нет полки, есть некий горб, который располагается сообразно акустическому оформлению, бандпасс оформления. Кроме этого, есть еще и порт rear, то есть тот, который направлен назад в этой колонке. И если их сложить, допустим, то мы увидим, что как некая полка образуется. И действительно охватывается диапазон, который указан для работы этой системы. Ну, также можно добавить остальные динамики, мид и твиттер, для того, чтобы посмотреть, как выглядит АЧХ по полосам. Вы видите невероятно крутые фронты, буквально всех полос, я думаю, выше 4-го порядка что-то. Но все это именно рассчитано и процессором обрабатывается, и выставляется именно процессором, поэтому ошибки быть не может. И в сумме эта кривая показывает именно то самое значение, где там оно у нас, которое эдики показали на своем сайте. Вот это вот. Теперь посмотрите, пожалуйста, на вот этот график. Это я снял в той позиции, в которой сейчас у меня стоит передо мной колонка. Просто поставив перед ней микрофон для того, чтобы показать вам пределы регулировок управления этой акустической системой. Это простой свип-тон, который я зарядил при нейтральных положениях
регуляторов тембра, разумеется, никаких коррекций с приложения Edifier Kona X, а вот это вот монитор, то есть вот это Music, вот это монитор. Давайте посмотрим, чем они отличаются. Отличия, прямо скажем, незначительны, однако они есть. То есть вот это монитор сейчас жирным цветом выделен, а вот это Music. То есть при Music вы видите некоторое поднятие есть на высоких частотах и некоторое поднятие на низких частотах. Назвать это кардинальным я не могу, однако для звука, для прецизионного звука это довольно много. Теперь позвольте вам показать пределы регулирования тембров высоко- и низкочастотных в этой акустической системе. Вот посмотрите, как это выглядит. То есть вот, понятно, на минус 6 дБ опущены низкие частоты, жирная линия. Вот они подняты на 6 дБ. Вот минус 6 дБ относительно среднего уровня опущены высокие частоты. В общем-то, здесь как раз ближе к линейной характеристике. Потому что в среднем положении они довольно серьезно задраны. Вот это 20 кГц, напомню. И плюс 6 дБ они задраны и еще больше. Это, возможно, мои баги измерения. Будем надеяться, что это так, но все-таки задержка довольно заметный. Но в любом случае в минус 6 дБ, даже по моим неверным прикидкам, можно получить довольно ровный звук. Вот такие вот дела, дорогие мои. Сколько ни говори халва, во рту сладко не станет. Сейчас я вам дам послушать барабаны, как я уже в последнее время часто записываю этот сигнал, для того, чтобы дать представление о том, как звучит эта система. В следующем выпуске я скажу еще пару слов, отвечу, возможно, на ваши вопросы, если они возникнут, и дам послушать другой набор треков. За всем пока, дорогие мои, до следующего выпуска.